Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня давайте свяжем с вами вот таких вот пупсиков. Мне очень они понравились. Если вам тоже нравится, то приглашаю к просмотру. Пупсики по 30 сантиметров каждый. Связан он из плюшевой пряжи. Давайте о каждом поговорю отдельно. Там мулаточка. Мне нравится очень цвет кожи вот такой пряжи. Значит, на куколку идет чуть больше одного моточка. Не смогла я сделать так, чтобы был один моточек. Там буквально, ну я не знаю, пару метров необходимо для... Одна девочка спящая, со спящими закрытыми глазками вышиты. Второй пупсик с открытыми глазками. Глазки у пупсика 16 миллиметров. Голова здесь на нитяном креплении. Она поворачивается. Конечно, она не так поворачивается, как полухлопковая, вот, но поворачивается. Ручки тоже на нитяном креплении. Вот пальчики вывязаны. Вся одежда у пупсиков снимается. Вот такие пинеточки. Украшать можно разными. Можно бусинками, можно цветочками. То есть украшать, в принципе, что боди, что пинеточки можно по-разному. Вот такие вот пальчики вывязывала я. Вот такой вот малыш. Давайте я сниму. Они абсолютно одинаковые. Единственная разница в том, что у одного пупсика закрытые глазки мы вышиваем, а у второго открытые. Это единственная разница. Так пупсики вяжутся абсолютно одинаково. Вот такое вот тело. Ножки ввязываются. Вот, а ручки у нас на нитяном креплении, голова тоже. Единственное, где можно сэкономить, это вот внутри, там где голова, можно другой пряжей сам столбик вывязать, внутренний и наружный. Если это вывязывать другой пряжей, то в принципе должно хватить, потому что там ну буквально чуть-чуть не хватает. Вот такой вот малыш. Здесь получается с открытыми глазками. Бутылочка вяжется тоже из плюшевой пряжи. Цвета вы можете выбирать абсолютно разные. Единственное, какие цвета необходимы для малышей, я вам скажу. А вот остальное, цвета боди, одежды, это все на ваше усмотрение. Мальчик это или девочка, то есть уже будете выбирать сами. Здесь шапочка снимается. Шапочка в форме мишки. Вот пинеточки тоже. Пуговички нам понадобятся. Полубусины брала для того, чтобы приклеить на пинетки мишки. У меня это 8 миллиметров. Можно пуговички брать тоже разных размеров. И петельки будете вывязывать по размеру пуговицы, потому что я вывязала их сначала большие и потом ушивала сами петельки, куда одеваются пуговички. Поэтому сначала посмотрите, какие у вас будут пуговички, только потом вывязывайте петельки. Здесь тоже ручки на нитяном креплении, голова поворотная. Вот такие вот малыши. Если вам нравятся такие пупсики, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Еще хочу попросить о том, чтобы вы подписывались на канал, ставили лайки, если вам нравятся такие мастер-классы. Потому что по аналитике смотрю канала своего, 80% моих зрителей смотрят без подписки. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, я буду очень вам благодарна. Потому как у меня на канале очень много еще мастер-классов будет.
Поэтому приглашаю. Подпишитесь, пожалуйста. Итак, что же нам понадобится для вязания малышей? Как я уже говорила раньше, я покажу вам пряжу, из которых я буду вязать тело пупсиков. Светло-кожей пупсик у меня связан с пряжи 80353. Номер пряжи 80353. У меня вся пряжа Himalayan Dolphin Baby. Все остальные цвета костюмчика выбираете на свое усмотрение. Но тоже я брала на 100 грамм 120 метров. Пряжа у меня, в принципе, одна и та же. Ниточку я взяла для утяжки делать. И нитяное крепление. На нитяном креплении тоже у меня прочная ниточка, чтобы не порвалась. И темнокожий мулат пупсик у меня тоже связан из Himalayan Dolphin Baby, и номер цвета 80365. 80365. Вот из этой пряжи я буду вязать своих пупсиков. Но, как я уже упомянула, одного моточка недостаточно. Необходимо еще небольшой 2 метра кусочек пряжи, либо нитяное крепление внутри головы вязать другой пряжей. И тогда вам хватит одного моточка. К сожалению, у меня не получилось связать. Я хотела так спланировать, чтобы был один моточек, но не получилось. Но думаю, это не критично, потому что можно заменить, скажем так. Дальше вязала я крючком номер 4. Понадобится маркер. Оформление всевозможных костюмчиков тоже смотрите то, что у вас есть. Каждый выбирает свой вариант украшения. На пинетках у меня 8 мм полубусины я брала. Поэтому давайте с вами свяжем этих пупсиков. Давайте начнем вязать пупсика из темно-бежевого цвета. Он у нас получится такой вот мулат. Мне нравится цвет тела вот именно с такой пряжи. Давайте начнем. Итак, начинаем вязать ножку и набираем цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Набрали цепочку из 5 воздушных петель. Теперь со второй петли от крючка провязываем прибавку. Первый столбик ставлю маркер. Дальше 2 столбика без накида. 1 и 2. И в последний столбик я провязываю 6 столбиков без накида в одну петельку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь по цепочке провязываю 1 столбик без накида, 2, и в конце прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Провязали первый ряд. В первом ряду у нас получается 14 столбиков. Второй ряд. В первую петлю провязываю прибавку. И в первый столбик ставлю маркер. Дальше в следующую петлю провязываю тоже прибавку. Дальше 2 столбика без накида. И провязываем 6 прибавок подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая и шестая. Провязали 6 прибавок подряд. Теперь 2 столбика без накида и в конце 2 прибавки.
Вот такой второй ряд. Третий ряд. Провязав первый столбик, провязываем P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязав 9 столбиков без накида, в следующую петлю провязываем большой пальчик. Провязываю 4 столбика с накидом в одну петлю. 1, 2, 3, 4. Провязав 4 столбика, я вытягиваю небольшой хвостик, вставляю в первый столбик, ввожу рабочую петельку и вывожу через первый столбик. Делаю воздушную. Дальше смотрю, в следующую провязываю столбик без накида. Дальше в следующую провязываю 3 столбика с накидом в одну петлю. 1, 2 и 3. Вытягиваю небольшой хвостик, ввожу в первый столбик, ввожу рабочую петельку и вывожу через первую. Делаю воздушную и в следующую делаю столбик без накида. Дальше провязываю 2 столбика с накидом. 1 и 2. Ввожу крючок, одеваю петельку и вывожу через первую. Тут будет немного сложновато, но нам надо его вытащить, эту петельку. Вот, вытащили. Воздушная петля. И смотрим, где у нас тут столбик без накида провязываем. Дальше делаем 2 полустолбика с накидом. 1 и 2. И точно так же провязываю хвостик, ввожу крючок, вывожу и потом вот так подтягиваю, так легче. Во. Все, и теперь делаю столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот такой получается третий ряд. Итак, вот такая деталь получается. Теперь четвертый ряд. Четвертый ряд провязываем так. Снимаю маркер, провязываем первый столбик без накида, ставлю маркер обратно. Это будет первый столбик, второй, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дальше как мы вяжем? Здесь у нас воздушная петля и столбик без накида между пальчиками. Мы воздушные петли не трогаем, мы не будем их провязывать. Мы будем сразу провязывать столбики без накидов между пальчиками. Поэтому я отодвигаю пальчик назад и провязываю только столбик без накида. 1. Точно так же 2. 3.
и 4. Вот. Вот так. И теперь до конца ряда провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот такая получается у нас уже деталь. То есть вместо 4, так как убавки мы не можем сделать между пальчиками, будет очень сложно, мы воздушные петли пальчиков пропустили и вязали только столбики без накида, которые находились между пальчиками, там, где мы вязали. Надеюсь, понятно объяснила. Все, и в 4-м ряду у нас получается 20 столбиков без накида. Итак, начинаем 5-й ряд. Снимаю маркер и вначале провязываем убавку. За передние полупетельки провязываем убавку. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше провязываю 4 убавки подряд. 1. Дальше 2. Дальше 3 и 4. Провязав 4 убавочки, дальше до конца ряда провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот так получается вот такая ножка. Итак, 6-й ряд. 6-й ряд провязываем так. В начале убавка. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше 1 столбик без накида. Дальше провязываем 4 убавки подряд. 1, 2, 3, 4. Дальше 2 столбика без накида. И в конце убавка. В 6-м ряду у нас получается 9 столбиков. 9 столбиков с накидом. Вот такая ножка получается. Теперь 7-й ряд. Седьмой ряд провязываем так. Прибавка в начале. В первый столбик ставлю маркер. И дальше 8 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Итак, 8-й ряд. В 8-м ряду в начале провязываем прибавку. В первый столбик ставлю маркер. Дальше 1 столбик без накида. В следующую опять прибавка.
Дальше провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Дальше провязываем прибавку. И в конце 1 столбик без накида. У нас должно получиться 13 столбиков по кругу. Давайте. Итак, 9 ряд. Провязываем так. Снимаю маркер. В первую петлю провязываем прибавку. Маркер ставим в первый столбик. Дальше провязываем 1 столбик без накида. Дальше опять прибавка. 1 столбик без накида. Следующий опять прибавка. Дальше 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце прибавка. Вот так получается. Итак, в девятом ряду у нас получается 17 столбиков. 10 ряд провязываем без прибавок и убавок 17 столбиков без накида. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот, теперь. Итак, вот такая ножка получается у нас уже. Теперь 11 ряд. 11 ряд провязываем так. В начале убавка. И ставим маркер. Дальше 1 столбик без накида. Дальше опять убавка. Один столбик без накида. Следующий опять убавка. 1 столбик без накида. Так нужно провязать 3 раза, 3 повторения. Дальше провязываем так. 1 столбик без накида. Прибавка. 1 столбик без накида. Прибавка. 1 столбик без накида, прибавка и 2 столбика в конце. Итак, вот такая ножка получается. Теперь 12 ряд. 12 ряд провязываем так. 6 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем по схеме. 1 столбик без накида, убавка. 1 столбик без накида, убавка. 1 столбик без накида и убавка.
И в конце 2 столбика без накида. Вот так. Дальше 13 ряд. Итак, 13 ряд. 13 ряд вяжем так. 1 столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше прибавка. Так нужно повторить 3 раза. 1 столбик без накида, прибавка. Это второе повторение. 1 столбик без накида, прибавка. Это третье повторение. Дальше провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и в конце прибавка. В 13 ряду у нас получается 18 столбиков. Следующий 14 ряд провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Я набила уже стопу. Вот она у меня уже плотненькая такая. Теперь следующий ряд. Итак, 15 ряд. Провязываем так. 2 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. В следующую прибавка. 1 столбик без накида. Второй столбик без накида. И в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений должно быть по кругу. В 15 ряду у нас 24 столбика получается. И 16 ряд провязываем без прибавок и убавок 24 столбика без накида. Так, вот такая ножка получается. Теперь давайте набьем ножку плотненько. Или можно провязать еще один ряд. 17 по схеме 2 столбика без накида, убавка. А потом уже можно будет плотненько набить. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. Так нужно повторить до конца ряда. Значит, в конце ряда получается 18 столбиков без накида. И 18 ряд провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Итак, вот такая ножка получается. Я уже набила ее. 18 рядов провязано. 19 ряд. Провязываем точно так же 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Все, провязали мы ножку. Теперь складываем ножку пополам, так как мы будем ее ввязывать. Ввязывать мы будем ее вот так вот. Поэтому мы должны сложить пополам деталь. Немножко вытянем. Вот. Мы должны вот так вот сложить пополам и вот так вот провязать вместе 2 стороны детали. Но для этого нам нужно сделать 1 петлю смещения. То есть провязать еще 1 столбик без накида, для того, чтобы ровно соединить 2 стороны. Вот.
провязать всего один. Если у вас здесь больше получается, то провяжите больше, чтобы вы, сложив пополам, ножка у вас даже... Не, все правильно. Ножка должна стоять ровненько. И теперь просто ввожу крючок, не пропуская столбики. Должно получиться у нас 9 столбиков без накида. 1 провязали мы, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот такая ножка получилась. Вот теперь нам нужно обрезать хвостик. Небольшой, так как мы будем ножку ввязывать. Все, правая ножка связана. Итак, начинаем левую ножку. Левая ножка вяжется абсолютно одинаково. Единственное, мы будем с вами сейчас, я вам покажу, как мы будем вывязывать пальчики. Пальчики мы будем вывязывать просто наоборот. Все остальное, как по схеме, по правой ножке мы будем вывязывать. Значит, 2 ряда я провязала точно так же, как в правой ножке. 3-й ряд вяжем так. Снимаем маркер и провязываем 9 столбиков без накида. В первую петлю я ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязав 9 столбиков, теперь вяжем пальчики. Значит, в следующую петлю я провязываю 2 полустолбика с накидом. 1 и 2. Вытягиваю ниточку, потому что она так не пролазит. Во вторую петельку вставляю крючок, вставляю хвостик этот, вывожу. И затем затягиваю. Вот так. Делаю воздушную. И в следующую петельку провязываю столбик без накида. Вот провязали мы мизинчик, можно сказать, да? Дальше мы провязываем 2 столбика с накида в следующую петлю. 1 и 2. Тоже вытягиваю хвостик, так легче. Вставляю, вывожу петельку, подтягиваю, делаю воздушную и в следующую петельку столбик без накида. Дальше в следующую провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вывожу хвостик, одеваю в первую петельку. Здесь уже полегче. Делаю воздушную и столбик без накида. И дальше провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Вставляю в первую петельку, делаю воздушную и дальше провязываю столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, ножка готова.
ну, в смысле пальчики мы вывязали с вами в обратном направлении. Вот, и теперь все точно так же, как по правой ножке. Начинаем вязать туловище. Набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков без накида. Первый ряд готов, второй ряд. Все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Каждую. Провязали первую прибавочку и в первый столбик ставлю маркер. И продолжаю провязывать прибавки. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая и шестая. Хвостик прокладываем и подтягиваем его. Все, можем хвостик убирать. Второй ряд готов. 12 столбиков во втором ряду. Третий ряд. Снимаю маркер. Провязываю 1 столбик без накида. Ставлю маркер обратно. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков. 1 столбик прибавка. Так до конца ряда. Провязали третий ряд. Четвертый ряд. Снимаю маркер. Провязываем первый столбик, ставлю маркер обратно. Следующую петельку провязываем. То есть прибавку уже будем делать через каждые 2 петли. Провязав 2 столбика без накида, в следующую прибавка. И так продолжаем по кругу. 2 столбика без накида и прибавка. Так провязываем до конца ряда. В конце 4-го ряда 24 столбика. Давайте провяжем. Итак, провязали 5-й ряд. Снимаю маркер и провязываю 3 столбика без накида плюс прибавка. В первый столбик ставлю маркер, провязываю еще 2 столбика без накида и следующую прибавка. И так продолжаем по кругу. 3 столбика без накида. И в следующую прибавка. Так провязываем до конца ряда. В конце 5-го ряда у нас должно получиться 30 столбиков. Итак, 6-й ряд. Снимаю маркер. Провязываю столбик без накида. Первый, ставлю маркер обратно. И провязываем еще 3 столбика. 1, 2, 3 и прибавка. То есть теперь мы делаем прибавки через каждые 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Так нужно повторить до конца ряда. В конце ряда у нас получается 36 столбиков. Давайте провяжем. Итак, следующий 7-й ряд мы будем вязывать с вами ножки. Смотрим, чтобы ножки у нас были пальчики одинаково. Вот так вот проверяем, чтобы большие пальчики у нас были с одинаковой стороны, чтобы не перепутать ножки. Поворачиваем их.
И первую пришиваем, ввязываем левую ножку, затем правую. Вот так вот ставим их, чтобы не перепутать. И начинаем вязать. Снимаю маркер и провязываем первый столбик, ставлю маркер обратно. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязав 6 столбиков, беру левую ножку, вставляю в первый столбик, смотрим столбик, немножко отодвинем уже. Так, и вот смотрим и ввязываем, хвостик накладываем и ввязываем вместе с ножкой. 1, 2, 3, 4, подтягиваем хвостик, 5, 6, 7, 8 и последнюю 9. Хвостик убираем. Вот так мы ввязали с вами левую ножку. Вот так. Теперь провязываем 1, 2, 3, 4 и 5. Берем правую ножку, одеваем крючок и провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, подтягиваем хвостик, 8 и 9. До конца ряда у нас остается 7 столбиков, провязываем их. Все, провязали 7 столбиков. Вот так ножки у нас вязаны. Вот, и теперь с 8 по 14 ряд, это 7 рядов, мы провязываем по кругу без прибавок и убавок. Давайте так провяжем 7 рядов, по 36 столбиков в каждом ряду. Итак, провязала я 14 рядов. Вот такая деталь получается. Теперь 15 ряд. Снимаю маркер и провязываем 4 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4
и убавка. За передние полупетельки провязываем убавку. И так провязываем до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда у нас должно получиться 30 столбиков. 4 и убавка. И дальше 16 ряд провязываем без прибавок и убавок, 30 столбиков без накида. 17 ряд. Снимаю маркер и провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно, и следующие 2 столбика без накида. 2 и 3 и убавка. Теперь мы убавки делаем через каждые 3 столбика. 1, 2, 3 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В 17 ряду должно получиться 24 столбика. И 18 ряд провязываем без прибавок и убавок, 24 столбика без накида. Я уже набила туловище немного. Но туловище мы набиваем очень плотно, потому что у нас будут ручки на утяжках. Вот, и поэтому туловище мы набиваем очень плотненько. Очень плотненько. Это я слабенько набила, ну, для начала, скажем так. Итак, следующий ряд. Следующий ряд у нас 19. В 19 ряду я провязываю убавки через каждые 2 петли. 2 столбика провязываю. В первый столбик ставлю маркер. И второй столбик провязываю. И убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. И убавка. И 20 ряд провязываю 18 столбиков без накида. Так, 21 ряд. Снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида. И в следующую убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Я в первый столбик ставлю маркер. Всего должно быть 6 повторений. В конце ряда у нас должно быть 12 столбиков. И затем с 22 по 31 ряд провязываем 10 рядов, 12 столбиков без накида. При этом очень плотно сейчас набиваем вот эту вот часть, вот эту вот нижнюю часть очень плотненько, и шейку. Шейку, которую мы будем с вами вязать 10 рядов, тоже очень плотно набиваем. Все, давайте провяжем с вами до 31 ряда. Итак, провязала, вот такая деталь у нас получается. Теперь 32 ряд я вот здесь вот очень плотно набила. Вот здесь вот очень плотно. Потому что здесь вот будут утяжки ручек, а здесь шейку должна держать голова, поэтому здесь очень плотненько все набито. Теперь 32 ряд. 32 ряд провязываем все убавочки. То есть за передние полупетельки провязываем все убавки. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Теперь обрезаю ниточку. Фиксирую. Все, и стягиваем отверстие. Одеваю иголку
Вот, и за полупетельки стягиваю. Фиксирую на узелочек и вот в отверстие любое ниточку прячу. Все. Обрезаю хвостик. И вот такое тельце у нас готово. Вот такое тельце готово. Теперь давайте с вами свяжем ручки. Так, начинаем вязать ручку и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали 5 цепочку из 5 воздушных петель. Со второй петли провязываем так: прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. В первый столбик ставлю маркер. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю 1 столбик без накида, второй столбик без накида. И дальше провязываю в последнюю петлю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь провязываем пальчики. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли провязываем 4 соединительных столбика. 2, 3 и 4. Вот провязали первый пальчик. Теперь провязываем столбик без накида. Теперь провязываем опять 1, 2, 3, 4, 5. Второй пальчик провязываем. Со второй петли 4 соединительных столбика. 1, 2, 3 и 4. Второй пальчик готов. Опять провязываем столбик без накида по цепочке. Теперь опять набираем 5 воздушных петель. И со второй петли от крючка провязываем 4 соединительных столбика. У меня открыто окно, надеюсь, вам не слышно. Провязали третий пальчик. Теперь мы должны провязать прибавку в последнюю петлю. Провязываю 1 столбик без накида. Провязываю пальчик. 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли от крючка 4 соединительных столбика. Вот, и провязываем опять в эту же петлю, провязываем столбик без накида. Вот провязали мы первый ряд с вами. В первом ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Второй ряд. Теперь второй ряд провязываем так: 1 столбик без накида в первую петлю. И ставлю маркер. Дальше провязываем убавку. Первая убавка. Дальше вторая. И третья. 3 убавки подряд.
Дальше провязываем 1 столбик без накида. Кладем пальчик на деталь. И между пальчиками у нас есть столбики без накида. Мы их должны провязать. Между пальчиками. Второй столбик. Третий. Четвертый. И в конце 5. Вот такая должна получиться деталь. 4 пальчика. И второй ряд готов. Итак, третий ряд. Снимаю маркер. Провязываю 1 столбик без накида. Ставлю маркер обратно. И провязываем пальчик. Набираем 3 воздушные петли. И со второй петли провязываем 2 соединительных столбика. Дальше провязываем 1 убавку. И дальше по кругу 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В третьем ряду у нас должно получиться в третьем ряду 8 столбиков. И теперь четвертый ряд провязываем 8 столбиков без накида. Без прибавок и убавок. Ставлю маркер на место. Пальчик кладем на деталь. И провязываем это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот такая получается ладошка. Теперь пятый ряд. В пятом ряду в начале прибавка. И в первый столбик ставлю маркер. В первый. Дальше 1, 2, 3 и 4. И в конце 3 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. Итак, в пятом ряду у нас должно получиться 12 столбиков, 12 столбиков по кругу. Дальше 6, 7, 8, 9 ряд провязываем 12 столбиков по кругу без прибавок и убавок. И набьем ладошку для того, чтобы склеить, приклеить или пришить пальчики. Давайте с вами провяжем эти 3 ряда и набьем ладошку. Итак, смотрите, я провязала уже 8 рядов и набила средней плотности такой вот, ну, мягенькая такая вот как бы вот наша вот эта вот часть. Теперь вот эти пальчики мы должны либо склеить, как у ребеночка кулачок, он держит кулачок в самом начале, да, как только родится, он пальчики не раскрывает, а держит кулачок.
И вот чтобы вот эта вот часть у нас как бы смотрелась как кулачок, мы должны эти пальчики либо сейчас пришить, либо приклеить. Я буду приклеивать клей на клей-пистолет, то есть на горячий клей. Вы можете пришить, ну как бы разницы нету, клей держится хорошо, и я думаю, в этом не будет никаких проблем. Поэтому я сейчас буду приклеивать. И вот так вот обхватываю вот эту вот подушечку. И вот так вот каждый пальчик по отдельности. Теперь второй пальчик. Третий. Четвертый. И вот так вот. Как будто бы кулачок. И теперь вот этот вот пятый пальчик. Аккуратненько. Просто приклеиваю. Все, вот такой вот кулачок получается у нас. Имитация кулачка. Пальчики вот так вот. Все, продолжаем вязать 9 ряд. Дальше ручку набиваем плотненько. Все, только вот эту вот часть, ладошку, набиваем легко, средней плотности. Давайте продолжим. Так, дальше 9 ряд. 9 ряд. Начинаем провязывать так. 1 столбик без накида. Ставлю маркер на место. Дальше провязываю 3 убавки подряд. Раз. Два. И 3. Дальше 1 столбик без накида. И 4 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. И 4-я прибавка. Вот такое получается, вот такая получается деталь. Значит, в 9 ряду у нас получается 13 столбиков. Дальше 10 ряд. Провязываем так. 1 столбик без накида, ставлю маркер. Это будет первый столбик, второй, третий, 4 и 5. И дальше убавки провязываю таким образом. Через всю петельку провязываю, продеваю крючок, вывожу петельку, не провязываю. И дальше 3 петли на крючке провязываю вместе. Раз. Два. Три. И 4. Дальше в 10 ряду у нас получается 9 столбиков. 11 ряд. Провязываем 2 столбика без накида, прибавка. Первый столбик ставлю маркер. 1, 2 и прибавка. 1, 2 и прибавка.
Дальше 1, 2 и прибавка. Дальше 12 ряд. 3 столбика без накида, прибавка. В первый столбик ставлю маркер. 2, 3 и прибавка. 1, 2, 3 и прибавка. И последнее. 1, 2, 3 и прибавка. В 12 ряду у нас получается 15 столбиков. Давайте набьем вот эту первую деталь холофайбером. Итак, набила я уже средней плотности вот эту вот первую часть. И теперь 13, 14, 15 ряд провязываем без прибавок и убавок 15 столбиков без накида. Давайте так провяжем 3 ряда. Итак, провязала я вот эту часть ручки. Теперь 16 ряд. С этого момента мы будем с вами делать убавки. Ручку набиваем плотненько. 1, 2, 3. Убавка. Дальше 1, 2, 3. Убавка. Один, 2, 3 и убавка. Значит, в 16 ряду у нас получается 12 столбиков и 17 ряд. 17 ряд провязываем так: 2 столбика без накида, убавка. Так повторяем 3 раза, в конце 9 столбиков. В первый столбик я уже провязала, второй и убавка. И еще раз 1, 2, убавка. И последний раз 1, 2 и убавка. 9 столбиков у нас остается. Я обрезаю хвостик. Обрезаю хвостик, чтобы стянуть отверстие. Закрепляю ниточку и давайте набьем плотненько нашу ручку. Итак, набила я ладошку. Набила я ручку. Вот. И теперь одеваю иголочку, и просто нам нужно стянуть отверстие. Вот. За полупетельки стягиваем отверстие. Вот. Делаю узелочек. И вот в центральное отверстие ввожу и вывожу через любую, вот, через любую петельку. Вот так вот стягиваю, оно втягивается в все узелочки, и путаю ниточки. Все, обрезаю хвостик. Все, и первая ладошка, первая ручка у нас готова. Это левая ручка, так как мы будем ее, пальчик у нас с левой стороны.
Это будет левая ладошка, левая ручка. Теперь давайте свяжем с вами правую. Итак, начинаем вязать вторую ручку. Вторая ручка вяжется тоже точно так же, как и первая. Единственная разница в третьем ряду. Я сейчас вам покажу, как мы вяжем пальчик большой с другой стороны. Значит, первые два ряда мы провязываем точно так же, как и в первой ручке. Теперь третий ряд. Снимаю маркер, провязываю один столбик без накида, ставлю маркер обратно. Дальше провязываю убавку. Дальше провязываю один столбик без накида. И вот теперь мы с вами провязываем пальчик большой. Набираю 3 воздушные петли. Вот, и со второй петли провязываю 2 соединительных столбика. Вот. И теперь до конца ряда провязываем 1, 2, 3, 4 и 5. Вот, то есть пальчик мы вяжем с другой стороны, он должен быть, для того, чтобы нам определить, где правая, где левая ручка. Точно так же провязываем, как и первую ручку, точно так же приклеиваем, либо пришиваем ладошечку. Вот, все точно так же, как с первой ручкой. Вот только разница в третьем ряду. Все, показала вам, как вяжется третий ряд. Теперь продолжаем вязать, как и вязали до этого.